Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу рассказать вам немножко о своем камине, который у меня установлен, а также о всех нюансах установки, как я его устанавливал, какие были допущены ошибки в монтаже дымохода и то, как я планирую это исправить. Итак, о моем камине. Печь-камин Нева 6. Характеристики: масса 95 кг, тепловая мощность 6 кВт, диаметр дымохода 150 мм, верхний, глубина 49 см, высота 87 см, ширина 64 см. Данный камин у меня установлен уже порядка года. Значит, сначала просто по его эксплуатации. К эксплуатации камина у меня никаких нареканий нет. Отапливает он площадь у нас, вот он установлен в большой комнате, 25 квадратных метров, плюс здесь коридор, и этого хватает. Используем мы его больше как для создания атмосферы уюта, но тем не менее, если кто-то хочет именно отапливать им помещение, то помещение, я думаю, порядка 30 метров квадратных он отапливать будет без проблем. Но у меня угловой вариант. Если вы возьмете какой-нибудь вариант, который поставите, ну не угловой вариант, поставьте его где-то посередине стенок, то, возможно, теплоотдача будет получше, так как у меня, допустим, я думаю, что дальние углы он не так будет отапливать, как камин, который, если бы стоял не в углу. Вот, значит, устанавливал я его по всем правилам пожарной безопасности, так скажем. То есть отступы от стен у меня сделаны, обрешетка, на которую пришиты, значит, фиброцементные плиты специальные, жаростойкие, которые держат температуру до 1000 градусов, на которые дальше я нашивал, значит, сетку кладочную, покрывал все это грунтовкой и ложил дальше камень-скалу, который также жаростойкий, держит температуру до где-то градусов 700 или 500, точно не скажу. Но этого вполне хватает, так как сами понимаете, что за камином такой температуры нет большой. Вот. Но, тем не менее, так скажем, чтобы обезопасить себя, потому что дом все-таки деревянный, я сделал именно так. Соответственно, на полу лежит также плитка, и проход у меня идет через стену, которую я также сделал короб из фиброцементной плиты, вырезал. Вот, значит, такая вот была у меня установка. Дальше у меня идет горизонтальный участок через стену. Вот, горизонтальный участок у меня более 1 метра, где-то порядка 120, наверное, 130 сантиметров. И это неправильно. Вот, но по-другому у меня было сделать здесь невозможно. И поэтому у меня наблюдаются некоторые проблемы именно в эксплуатации тогда, когда погода, допустим, на улице дождливая, сильный ветер, у меня может быть очень, ну, так скажем, слабоватая тяга. Это я намереваюсь исправить и надеюсь, что я сниму об этом видео. Горизонтальный участок, как я уже сказал, порядка 120-130 сантиметров, вертикальный участок у меня чуть более 3 метров. И я хочу, соответственно, чтобы усилить тягу, увеличить это расстояние. Думаю добавить как минимум еще одну сэндвич-трубу, то есть это еще плюс 1 метр. Но если у вас есть какие-то еще предложения в комментариях, думаю, вы их оставите, я почитаю и, надеюсь, приду к какому-то выводу, как это лучше сделать. Как у меня выглядит дымоход на улице, вы это сейчас увидите также в этом ролике. И после этого, сейчас надо подкинуть дровишек. Топлю я обычно карандашом березовым. Бывает, иногда попадаются, конечно, и сама береза. Вот. Брикеты я не использую пока на данный момент. Ну, возможно, в будущем получится их прикупить и испытать.
Если получится также, ну, сделаем какое-нибудь короткое видео на эту тему. Вообще жара хватает, в принципе, от камина. То есть в большой комнате температуру я поднимал до 30 градусов. Очень здорово вечерами бывает камин затопить, сидеть просто и любоваться на огонь. Спасибо, что посмотрели это видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь. До новых встреч!